Здравствуйте, уважаемые зрители. Я Валерий Табаков, юрист. Сегодняшняя тема видео волнует миллионы людей в Украине. Да не только в Украине, за ее пределами тоже. И даже, может быть, и сильнее. Мы поговорим о необходимости проверки на полиграфе для президента Украины Владимира Зеленского. И это не просто громкие слова, друзья. Это вопрос доверия, прозрачности и ответственности перед народом. Как юрист я убежден, что такие шаги могут стать инструментом для восстановления веры в государственные украинские институты. И я вот сегодня в этом видео представлю вам 10 вопросов, которые я предлагаю задать президенту для того, чтобы он дал ответ на них на полиграфе. Я также представлю возможные его ответы и то, что в результате может показать проверка по каждому вопросу. Вы же помните, что в противостоянии СБУ и НАБУ там на сегодня предусматривает полиграф для работников НАБУ, операторами которого будут работники СБУ. Ну, поэтому мы сейчас эту же экзекуцию устроим президенту Зеленскому. Давайте разбираться и начинать. Не забудьте подписаться, ставить лайк, если понравится, комментировать, донатить. Будут реквизиты в описании и в первом закрепленном под видео комментарии. Вот. Последние годы принесли Украине множество скандалов. Коррупция, офшоры, вопросы управления страной в условиях войны. Все эти темы подрывают доверие к власти. И полиграф как инструмент – это не приговор. Это просто объективный способ проверить искренность. И если президент согласится пройти такую проверку, это станет мощным сигналом, как бы сообщая народу потужный такой посыл информационный. Власть готова быть открытой. Ну что ж, тогда да. И если окажется, что да, действительно, она готова быть открытой, президент готов сесть на полиграф, это тоже ответ, который народ имеет право интерпретировать. Как юрист я подготовил список из 10 вопросов президенту, основанных на расследованиях журналистов, публичных обвинениях и мнении граждан. К каждому вопросу я добавлю возможный ответ Зеленского, который мы могли бы услышать, исходя из его публичных заявлений, и, соответственно, предположительный результат полиграфа, основанный на доступных данных и расследованиях. И давайте разбираться по порядку. Итак, первый вопрос. Офшоры и Pandora Papers. Вопрос президенту. Вы лично участвовали в создании или управлении офшорными компаниями, упомянутыми в Pandora Papers, для сокрытия доходов или активов? Ответ Зеленского возможный. Нет, я все активы передал в управление и не имел контроля над ними после избрания. Что покажет в результате полиграф? Ну, то есть вопрос касался создания управления офшорными компаниями в Pandora Papers.
цель которых, ясно, сокрытие доходов или активов. Президент уклоняется от честного ответа, говорит, что он передал все активы в управление и не имел над ними контроля. Что показывает полиграф? Полиграф показывает, что ложь. Расследования Pandora Papers показали, что офшорные компании, связанные с Зеленским, продолжали функционировать, и есть данные о движении средств даже после его избрания. И это вызывает вопросы о прозрачности. Почему это важно? Народ доверил Зеленскому борьбу с коррупцией, а офшоры – это символ старой системы, с которой он лично обещал покончить. Итак, 0-1 в пользу народа. Вопрос 2. Связь с Коломойским. Вопрос такой. Вы получали финансовую поддержку от Игоря Коломойского в обмен на политические преференции, favors, во время предвыборной кампании 2019 года? Что мог ответить Зеленский на этот вопрос? Нет, моя кампания была прозрачной, и все средства задекларированы. Что покажет полиграф? Ложь. Журналистские расследования, включая данные от OCCRP, указывают на 41 миллион долларов, переведенных через офшоры, связанные с Коломойским, в структуры окружения Зеленского. Этот вопрос касается независимости президента. Если компания финансировалась олигархом, это ставит под сомнение его свободу в принятии решений. Третий вопрос. Коррупция в Минобороны. Звучит так. Вы знали о коррупционных схемах в Министерстве обороны, включая завышенные цены на продукты для армии до их публичного разоблачения в 2023 году и не приняли мер для их предотвращения? Что мог бы ответить Зеленский? Нет. Как только узнал, уволил ответственных и инициировал расследование. Предполагаемый результат полиграфа. Опять ложь. Это уже третий вопрос. Да? Скандалы с закупками, включая контракты на 262 миллиона долларов с завышенными ценами, указывают на системные проблемы, которые сложно не заметить на уровне президента. Эти схемы лишили армию ресурсов. Граждане хотят знать, был ли президент в курсе, и, если да, почему не действовал раньше. Итак, 0-3 в пользу полиграфа. Вопрос 4. Защита окружения. Вы давали указания своим ближайшим соратникам, включая Олега Татарова, игнорировать или блокировать антикоррупционное расследование против них? Ответ Зеленского: нет, я всегда поддерживаю борьбу с коррупцией и многих уволил за нарушение. Результат полиграфа: ложь. Олег Татаров, несмотря на обвинения в коррупции, остается в офисе президента. Reuters указывает, что это является символом толерантности Зеленского к коррупции.
Этот вопрос проверяет, защищает ли президент своих людей вместо того, чтобы поддерживать справедливость на общегосударственном уровне. Итак, 0,4. Пятый вопрос. Недвижимость за рубежом. Ваше окружение, включая семью, приобрело недвижимость за рубежом за счет незадекларированных средств после начала полномасштабного вторжения? Ответ. Нет. Все активы прозрачны, и обвинение – это российская дезинформация. Результат полиграфа – ложь. Хотя обвинение в покупке дома за 5,5 миллиона долларов или яхты могут быть преувеличены. Pandora Papers подтверждают офшорные связи, что вызывает сомнения в прозрачности. Народ имеет право знать, как президент и его семья распоряжаются средствами в такое сложное время. Итак, 0,5 в пользу полиграфа. Шестой вопрос. Антикоррупционные органы. Вы пытались ограничить независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП в 2025 году, чтобы защитить свое окружение от расследования? Ответ. Нет. Закон был временным, и я его отменил после протестов для усиления независимости. Результат полиграфа. Ложь. Закон от июля 2025 года передал контроль над антикоррупционными органами генпрокурору, назначенному Зеленским, что вызвало протесты и обвинения в авторитаризме. Этот вопрос касается приверженности Зеленского демократии и борьбе с коррупцией. Вопрос 7. Увольнение ради сокрытия. Звучит так. Вы лично одобрили увольнение или перестановки чиновников в 2023-2025 годах для сокрытия коррупции в закупках оружия и гуманитарной помощи? Ответ Зеленского: нет, все увольнения – это реакция на скандалы для очищения системы. Ожидаемый результат полиграфа. Ложь. Увольнения, включая министра Резникова, произошли после громких скандалов на 10 миллиардов долларов. Но 78% украинцев, согласно опросам, считают именно Зеленского ответственным за коррупцию в правительстве. Это проверка, были ли кадровые решения попыткой замести следы. 0,7 полиграф ведет. Западная помощь и давление. Ваши решения по военной помощи от Запада учитывали давление на вас в обмен на антикоррупционные реформы? Ответ. Нет. Помощь – это солидарность. И мы боремся с коррупцией независимо. Результат полиграфа – правда. Зеленский публично отвергает обвинения в сделках, а Запад подтверждает прогресс в реформах, несмотря на коррупционные скандалы. Ну, видите, 7-1. Уже не сухая. Этот вопрос важен для понимания независимости внешней политики Украины. 9 вопрос. Потери в войне. Вы скрывали информацию о потерях в войне или манипулировали данными для поддержания общественной поддержки? Ответ Зеленского. Нет, я всегда честен с народом о вызовах и жертвах. Результат полиграфа – ложь. 8-1.
Утечки и обвинения в 2022-2023 годах указывают на занижение потерь для сохранения морального духа. Честность в этом вопросе – основа доверия между властью и народом. 10-й вопрос, последний – досрочные выборы. Вы планируете досрочные выборы в 2026 году, несмотря на военное положение, для сохранения власти? Ответ – нет. Выборы пройдут, как только позволит ситуация в соответствии с законом. Результат полиграфа – правда. Зеленский неоднократно заявлял о приверженности демократии, опросы показывают поддержку отсрочки выборов из-за войны. Этот вопрос проверяет намерения президента в отношении демократических процессов. Итак, общий счет 8-2 в пользу полиграфа. Друзья, эти вопросы не обвинения, а способ выяснить правду. Как юрист я верю в справедливость, прозрачность и ответственность. Полиграф может показать, готов ли президент быть открытым с народом. Если он согласится пройти полиграф, это шаг к доверию. Если откажется, это тоже ответ, который мы должны учитывать. Я призываю вас, моих зрителей, задуматься, заслуживаем ли мы с вами правды. Пишите в комментариях, какие еще вопросы вы бы задали Зеленскому. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео. Давайте вместе требовать от власти открытости. Это наше право, и мы должны его защищать. С вами был Валерий Табаков, юрист. Спасибо за внимание и до новых встреч.